Друзья мои, всем большой привет! Привет любителям орхидей! Привет любителям Лас-Вегаса! Все, кто мечтает о Лас-Вегасе, покупайте, старайтесь найти к нему подход. В общем, это мой Лас-Вегас, все вы с ним знакомы. Этот Лас-Вегас был куплен мною 2 года назад. 1,5 года он сидел у меня в покупном субстрате, я его не трогала, не пересаживала, но я его лечила на канале, и топазом проливала, и максимом проливала, в общем-то, принимала меры, потому что капризничал товарищ и желтил шею, желтил листья, но тьфу-тьфу-тьфу, все у нас восстановилось. Девочки, вот посмотрела, что он распустил все свои бутончики, и решила вам его показать, так сказать, в полном распуске в этом сезоне. Цветоносы у нас, часть цветоносов еще покупных, он их не засушивает, он а-ля ампельная орхидея. Часть цветоносов выращены уже дома. Вот такой вот он набрал свой красивый медовый цвет. Когда цветы распускаются, у них более уход в терракотовые и в коричневые тона. Но со временем он становится медовый, медовый, медовый. Небольшой цветочек, где-то примерно 5 сантиметров. Очень плотный листик. Правильная, красивая такая форма цветка. Интересная губка, желтенькая, медовая, серединка, акцентная такая, беленькая. Ну вот смотрите, есть цветоносы, на которых 4-5 цветочков. Нету такого, знаете, пышного каскада. Пышность его цветения достигается обилием его цветоносов и обилием разбуженных почек и ответвлений. То есть на ответвлении, может быть, как в этом случае, но здесь я, конечно, один бутончик снесла нечаянно. Бывает 1-2 цветочка вот так вот, но продолжает, видите, свой рост. Кончик цветоноса, то есть вот формируется, продолжает формироваться бутончики. Почки очень охотно пробуждаются на цветоносах и продолжает свой рост. И причем этот процесс какой-то, знаете, бесконечный. То есть постоянно он в цвету. Он постоянно цветет. Минимум цветочков, которые были у меня на этих цветоносах, это, по-моему, 2 или 3 цветочка, которые у меня оставались. Потом наращивались, волна новая подходила, и наращивалась новая волна бутонов и новые цветы. И вот так этот цветонос растет, 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 растет. И всегда он нарядный, всегда он свеженький, всегда он красивенький, радует глаз. В общем, девочки, у кого есть этот красавчик, ставьте лайкосик. Мне писали, что это не Лас-Вегас, но, девчонки, это все-таки он. Он самый Лас-Вегас. Ну вот, зажелтил у меня на днях листик. Один из первых листиков. У меня вырастил он вот эти 2 листика. Видите, достаточно не совсем они крупные, но главное, что они чистенькие, без всяких повреждений, потому что вот от садовника лист был вот с таким вот повреждением. Я обрезала, принимала меры, тут перекисью сбрызгивала, смазывала. И вот здесь вот он на днях мне нижний лист отжелтил, вот надо снять вот эту, видите, чешуйку. Вот там осталась чешуйка, надо ее снять. И вот я вижу, что, думаю, в скором времени вот этот нижний лист, вот, он уже, да, видите, теряет тургор, тоже обрезан мною, был поврежден. И вот он пробит множественными корнями там, поэтому уже, видите, там прям щеткой вышли корни весной и пробили этот лист. Я думала, он сразу отжелтит его, но пока еще держит его. Ну, нижний лист сняла, этот лист, думаю, скоро, через месяцок, через 2 тоже его отжелтит. Девочки, это блестит водичка, я его брызгаю. Я заметила, что когда орхидеи в жаркий, теплый такой, знаете, солнечный день, ну, даже когда есть отопление, но есть солнце, южная сторона, с тыльной стороны, когда опрыскиваешь мелким опрыскивателем, опрыскиваешь, они с удовольствием растят охотнее листья, цветоносы и корешки. В общем, вот так вот. Мои наблюдения. Я их иногда балую вот такими вот, знаете, опрыскиваниями. Не душую, не замачиваю, поливаю я только проливом.
Поливаю проливом по краю горшка. Ну, я уже не боюсь и ближе к стволику поливать. Почему? Потому что я его пересадила, там нету торфяных стаканов, все нормально. И вот когда уже появляется в поддончике водичка, вот там она еще хлюпает, я вчера поливала, то я уже прекращаю полив. У меня жарко, он быстро пересыхает, очень быстро. Не только он, все орхидеи очень быстро пересыхают. Поэтому приходится поливать раз в 3-4 дня. Когда отопление выключают, в межсезонье, конечно, полив сокращается, интервал увеличивается где-то до 2 недель, ну, дней 10-14. Сейчас жарко, сухой воздух, поэтому поливается чаще. Ну, я просто беру вот так, поднимаю горшок, и я чувствую, что горшок, я знаю, какой горшок конкретно у каждой орхидеи, как он весит, но оно ощущается, когда он высохший, он аж подпрыгивает, и когда он полит, он тяжелый. Там зеленый цвет горшка, цвет корней сильно не увидишь. Да и знаете, девочки, я заметила, что со временем орхидеи, корни орхидеи покрываются зеленой водорослью, на всех орхидеях в основном. И там не поймешь, или это водоросли, корень сухой, и водоросли делают зеленый оттенок у корня, или это еще напитанный влажный корень. Так что я вот ориентируюсь только вот так вот на вес, в принципе. Ну, в прозрачных горшках проще. В общем, вот такой мой красавец. Раз, два, три, 4 на 5 цветоносов. Но он будет его продолжать, эти цветоносы. На каких-то мало цветочков. 2-3. Вот смотрите, какие интересно. Какие-то прям есть линии, точечки. Где-то больше цветочков. Ну, нету там у него каких-то пышных каскадов. Любители крупноцветковых орхидей, конечно, не сильно поймут этот сорт. Кто любит пышное цветение крупноцветковых, конечно, это не будет их выбором, учитывая его славу. И его массовость только вот создается, его пышное цветение создается вот массовостью цветоносов. Вот когда много цветоносов, и он цветет, будет почечки, вот видите, вот здесь на цветоносе он почечку разбудил. То есть все почечки, в принципе, которые есть, вот он все будет. Вот видите, ответвление, ответвление. Вот здесь тоже ответвление, но оно еще даже не процветало. Что-то там он собирается, возможно. То есть как бы вот так. Вот здесь тоже, видите, ответвление. И вот это вот его пышность, кучерявость цветения получается благодаря тому, что у него много разбужено ответвлений. Вот такой у него стиль цветения. Ну, я довольна им. Довольна. Но я, знаете, навсегда с Лас-Вегасом я всегда не то что жду, что что-то с ним может случиться, но я готова к тому, что с ним может что-то в любой момент случиться. Единственное, что сейчас я знаю, что он там без всякого торфяного стакана. Главное его там аккуратно поливать и не засушить, но и не залить. Ну, уже как бы так приноровилась к поливу. И есть какая-то определенная доза. Пролила. Здесь увидела, что появилась водичка. Все. В общем, вот такой красавчик, девчонки. Кому нравится, ставьте лайкосик. Пишите про своих, как там ваши поживают. Надеюсь, что у вас получилось остановить там всякие нехорошие процессы, если они есть на ваших Лас-Вегасах. Я тут, девчонки, недавно прикупила, видела видео на канале, на разных каналах, и про топсин, топсин М. Вонючий, зараза. Но купила топсин М. Сейчас там на парочке орхидей пробую его. Он как фунгицид. Рассказывают блогеры, что вроде как он даже покруче Максима. Но не знаю, сейчас там у меня есть и попугай в таком состоянии не очень. Видимо, что есть какая-то у него болячка. И там еще есть моушен, я вам показывала. Сейчас буду делать обработки топсином. Но вот что мне не нравится, 2 класс опасности у топсина. Ну, я чего это говорю? Может быть, у кого Лас-Вегасы болеют, попробуйте вот этот топсин М. Он в порошке идет. Прочитайте инструкцию, там надо 2 обработки сделать.
возможно, вам поможет этот топсин. Я пока не знаю, я только сделала одну обработку. Там надо в интервале 10 дней делать 2 обработки. Ну попробуйте. Вот советуют этот сейчас топсин. Но смотрите с ним аккуратно, он такой небезопасный. Что-то у нас включилась сигнализация за окном. Сейчас у нас воздушная тревога. Сейчас будет отбой, пойдем уже гулять. Все, друзья мои, вот такое вот красопета сегодня цветет у меня в коллекции. Всех обнимаю, всем мирного неба. Всем пока-пока.